Всех приветствую на канале. Меня не было больше 2 недель дома. Я был, ну, можно сказать, некая командировка рабочая на материке в Нижнем Новгороде через Москву. К сожалению, мне не удалось побывать на барахолках, иначе бы я записал обязательно какое-то видео. Я просто не успел физически, потому что там было галопом по Европам, все было тайминги, тайминги, тайминги. Как обычно, у тебя не было даже времени практически погулять по городу. Как бы то ни было, я спешу снять это видео, потому что алгоритмы YouTube требуют какого-то вот ритма, алгоритмы требуют ритма. Я пытаюсь хотя бы раз в месяц, чтобы и не рвать на себе волосы, вот это пытаться успеть, и, ну, чтобы был какой-то более-менее качественный контент с какими-то примерами, нормальными объяснениями. Мы договорились с вами, что я покажу вам оптику, какая у меня есть, какой я пользуюсь, какой не пользуюсь и почему. На данный момент я снимаю это все в таком режиме живой камеры. Вот одна снимает такая же один в один прямо сейчас. Это Panasonic с неплохой лейковской оптикой. Вот они у меня такие две одинаковые. Я их в ту же командировку брал. Мы писали на них трансляции. Известная камера для YouTube. Вот YouTube я на нее снимаю. И звук я пишу, опять же, в рамках эксперимента. Я пишу на свою Соньку. Я уже много раз показывал, просто на петличный микрофон. Почему? Потому что эти камеры выдают какой-то шум, и на петлю они неплохо пишут звук в себя. Если на петлю не получится по какой-то причине, или он будет не очень хороший, то я оставлю просто в камеру звук. Итак, какая оптика у меня есть? Современной оптики у меня не так много, буквально два вот таких объектива. Ну и современный блинчик на Sony A6000. Это вот китовый объектив, он настолько плохой, что я даже не буду его показывать и рассказывать. Моя первая камера. Ну, как бы то ни было. Вначале я, наверное, покажу современные объективы, а потом перейду к тем объективам, которыми я пользуюсь. В основном вот такое вот количество. Очень много я подарил, раздарил, разобрал, кому-то отдал. Многие там ушли на доноры, на запчасти, потому что, ну, шишки приходилось набивать. Естественно, что я начал с двух типов. Самой попсы это Helios какой-нибудь 44.2. И, естественно, вот такие дальномероподобные. Индустарчики всевозможные, серебристые и так далее. Начнем с современных объективов. Их у меня два. Это великолепное стекло Samyang. Samyang это Science серия, то есть вот здесь кольца под Follow Focus. Стандарт 24 мм 1,5. То есть здесь у нас идет Т1,5. Значит, диафрагма там немножко больше, и там она 1,4 или что-то такое. Вот у нас полное название. Если кому-то нужно, люди уже спрашивали. Объектив замечательный, объектив великолепный. Samyang, все-таки корейцы, научились делать объективы, хотя когда-то, там 20 лет назад, ну, Корея вызывала, ну, японцев Корея вызывала смех. Типа, фу, корейские объективы. Сейчас они отличные объективы делают. Я уверен, что есть еще. Да сейчас и китайцы делают отличные объективы. Про этот объектив. Я не уверен, что у меня есть примеры с этого объектива, потому что очень много материалов я просто отдавал, так как я был оператором-постановщиком у себя на студии, то я просто отдавал девочке-монтажеру. Она же была режиссер монтажа, то есть все материалы я просто сливал ей. И не хранил эти, ну, скажем так, не шедевральные документальные фильмы с говорящей головой, похвастаться особо нечем. Как бы то ни было, объектив этот великолепный, действительно. То есть мне он покупался под полный кадр специально, а на кропе он, ну, около 36 мм, то есть тоже отличное стекло. Делал я на него и фото, ну просто я сейчас фото не занимаюсь. Как-то я вот перешел в видео, и видео делаю тесты, потому что мне для съемки кино. Я уже много раз об этом говорил и показывал. Отличный объектив, почему не пользуюсь, под него нет парка, то есть это 24 мм, у меня нет больше современных объективов, у него современная шикарная цветастая картинка, и она, ну, ее смачить практически нереально. Даже если ты по цветам ее как-то смачишь с старыми современными объективами,
то она чистая, она кристально чистая картинка, ну, очень сильно отличается. Очень сильно, поэтому я, конечно, его иногда использую, но редко. В последнее время, после того, как у меня появился Мир 1, да, он 37 мм против 24, но у этого объектива нет парка оптики, то есть нет полтины и так далее. И поехали в итоге вот без парка, он у меня такой один-одинешенек. Но объектив великолепный. Подобная история, это Samyang, точно так же мне был в подарок. Для моей кроповой это под кроп. У него Т2,2, 12 мм, то есть действительно очень широкий угол, причем он действительно под кроп, то есть у него угол 12, но это прям широко. Я снимал на него фильм, начинал его снимать, проект был заморожен, ну и снимал я на кроповую Соньку, без плоских профилей, без вот этих всех историй, поэтому точно так же он у меня сейчас ушел, я больше и не пользуюсь, лежит у меня, он ждет, пока не знаю, чего ему ждать, но точно так же под него нет парка. И плюс я больше своей 6000-ной Сонькой белой не пользуюсь. Я отснял на нее, ну, многое на нее снимал, но когда я пересел на Sony A7 III, полнокадровая, раскрылись все эти объективы советские, ну и вообще. Точно так же парка под нее нету. Но в тот же момент объектив отличный. Это отличные объективы с современной шикарной картинкой. Ну, как бы то ни было, если нет парка, ну вы понимаете, оно должен быть парк какой-то оптики, то есть там 35, 50, 85, 100, 135, ну и так далее. Поехали, чтобы у тебя разные были фокусные, потому что, ну, снимать им на 12 мм крупный план, ну, такое, растягивать будет уши и пошло-поехало. Так что эти два объектива у меня в последнее время лежат. Макроподобные, я их так назову. Это у нас известный Industar LZ-MC. Вот у него мультипросветление. Отличный объектив. У меня их 3 штуки. Кроме того, есть крайне любопытным просветлением. Сейчас попробую показать. У него просветление у нас вот такое, то есть и золотистое, и зеленое. Это современный, то есть из поздних 93 год. И он может быть немножко менее резкий. У него сборка, кстати, немножко более хлипкая. Ну, как бы то ни было, у него просветление интересное. А вот здесь оно больше классическое. То есть зелено такое малиновое. Этот у нас, так, фокус 80-го года. Ну и кроме этого у меня как штатный объектив, вот у нас такой же 88-го года, у него точно так же просветление, ну здесь все-таки больше преобладает у нас малиновых, какие-то фиолетовых и так далее. Чем эти объективы классные? Это около, во-первых, это около макро. Я уже много раз показывал, у меня есть 2 видео на канале. Частичная разборка, тогда, когда я сходил с ума, не понимал, как мне его разобрать. У него довольно геморройный этот вот предустановки механизм. Но как бы то ни было, когда ты понимаешь эту всю фишку, они в принципе разбираются довольно легко и быстро. Это, я называю его, это мое мнение, я никому не навязываю, но это самый, наверное, практичный полтишок. У него там немножко больше по паспорту, 50 с чем-то, по-моему, опять же, неважно. Самый практичный полтишок Советского Союза, потому что, ну, он поздний, понятно, но они в 70-х без мультипросветления уже были. У него МДФ там сантиметров 15. У него, ну, он, да, темноват, 2,8, немножко темноват, но с другой стороны, у него такой МДФ, что там гриппа не будет вообще. Поэтому 2,8 это абсолютно нормально. Даже закрываться сильнее нужно. То есть чем ближе к предмету, тем у тебя, это как эффект макро, тем тебе нужно закрываться. И почему я называю их около макро, у них, ну, во-первых, коэффициент приближения там не 1 к 1 или как там у современных сейчас макрообъективов, я, ну, просто этой темой не особо интересуюсь. Как-то так мне хватает этих объективов для того, чтобы в 4К снять, кропнуть еще на посте и получить действительно крупную картинку, если так не нужно. Это схема Tessar, он действительно резкий. 2 года назад я снял фильм
Ну, такой немножко незаконченный, но как бы то ни было, он был снят полностью на один единственный объектив, вот на этот Индустар. У меня был еще один, но я просто его подарил. Он был такой у меня немножко с поцарапанной задней линзой, и я просто его отдал как учиться первый объектив. Вот, я люблю эти объективы, он у меня всегда как штатник, всегда на моей Соньке стоит, просто на переходнике, естественно. Я люблю этот объектив, и я предпочитаю этот объектив. Сейчас двигаемся сразу же дальше. Я предпочитаю Industar LZ вот этому тоже известному MC Волна 9. Это считается макрообъективом, тут даже так написано, где-то здесь у нас слово макро, вот оно. У него коэффициент действительно побольше, у него другая схема, он на планаре, но как бы то ни было, то есть он действительно посложнее, и он сложнее в обслуживании, но как-то он мне не зашел. Возможно, я его недооценил. У него плюс, опять же, эффект макро. У него 16. Где? 16 у нас диафрагма. Вот. И это для полноценного макро мало, потому что современные объективы, они обладают и 36, и 48, и, возможно, больше. Опять же, я просто темой макро, не интересуюсь, мне не нужно так сильно, мои задачи они выполняют. Поэтому этот объектив у меня пока лежит. Возможно, стоит действительно его попробовать переоценить, использовать в работе. То есть я его сделал, видео на канале есть, я его разобрал, понял, как оно разбирается, сделал небольшие тесты. Картинка у него действительно приятная, она более пластичная, акварельная, как сейчас выражаются в интернете. Но как-то он пока мною недооценен. Гелика подобные, назову их так. Их у меня вот куча разных. Где у меня здесь вот такие, всякие такие, всякие вот такие 44М. Почему ими не пользуюсь? Во-первых, попса. Давайте уже будем честными. Вот я возьму сейчас, чтобы у меня в руке был MC. Неплохой-то объектив. Неплохой объектив. И возьму какой-нибудь полосатый Белома. К сожалению, убитый. Вот хотел бы я заиметь себе такой в коллекционном состоянии. Вот этот прям он сильно убитый. Я его точно так же разбирал на канале. Он есть разбор именно этого полосатого гелика. Но сильно он подубитый. Прям вот видно его количество царапин. Хотел бы я такой полностью новый, но опять же отдавать за них там, как сейчас их по 3-4 тысячи, вот эти вот полосатые, а серебристые вообще там по 7, по 8. Мне кажется, оно в принципе не стоит того. Хорошо, коллекционное состояние, опять же, но я не хочу коллекционировать. Вот, если бы где-то пробить, более-менее по какой-то сносной цене, или тебе хранить в идеальном состоянии действительно как коллекцию, а если пользоваться, то предмет интереса как-то не сильно высок. Опять же, есть такая фишка коммерция. Вот этими объективами я коммерцию снимаю. Я много коммерции снял и кучу документальных фильмов, да, вот на эту полтину. То есть именно видео, которое уходило потом в какие-то там прокаты, показы, я назову их обобщенно коммерцией. Здесь крученая баке, не все поймут. Вот серьезно, кто скажет, а что это за... то есть там в зависимости от того, какие у тебя вот есть объекты вот эти вот светящиеся сзади тебя на фоне, оно где-то крутит, где-то не крутит. Действительно, но если оно крутит, люди могут просто не понять, оно такое, оно слишком характерное, это баке крученое, и, как-то не оценил. Вот, и это далеко не везде будет работать, это закрученное баке. Что с ними? Многие, они у меня разбитые, тоже как доноры. Это тоже весь залитый. Там у него не работает даже диафрагма, залитый жидкой этой смазкой. Непонятно, кто там, это от завода или нет. Оно все лежит. Надо, кстати, разобрать его в ноль. Вымочить, потому что оно просто не работает. Оно закисло. Все. Там придавливается эта штучка, но как бы то ни было. Гелики неинтересно, надоело. Не работаю, 58 мм ни туда, хотя когда-то, да, действительно бегали все с
58 миллиметров, типа универсал, и вот почти портретники, вот относительно широко, отойди там поснимай пейзажи. Честно, не буду сильно про гелики, но вы все понимаете, самый попсовый объектив интернета. Есть вот такой красавчик. Вот это уже аппарат. Наверное, это 76-й год. Вот это уже действительно зверь. Это Takumar 1.4, у него дырка. 50 миллиметров. Почему же я им не пользуюсь? Значит, первое, это проблема, я так понимаю, объектива и его хвостовика, он притирает. Возможно, вот из-за вот этой штуки, да, видно, как оно здесь вот подтертое. Возможно, из-за вот этих вот вещей притирает к переходнику, и пользоваться невозможно при закрытых. При открытых все крутится, при закрытых оно начинает притирать кольцо фокуса. То есть там, ну, тебе нужно или сильно давить и стирать, получается, деталь об переходник, или же работать только на открытых. Ну, как по мне, тоже себе история такая. И плюс, ну, точно так же нет оптики, парка. Нет парка оптики. И это как подарок у меня лежит. Стекло великолепное. Великолепный объектив. Просто огонь. Но лежит, потому что под него точно так же или нужно покупать парки японцев. И стоят они, я бы не сказал. То есть там и 7, и 15 тысяч. И в тот же момент у него своя картинка. Я не могу точно сказать, на какой схеме оно... Ну, не ковырял эту тему, на какой оно схеме. Японцев, они, по-моему, в основном-то на планарах, насколько я помню. Да не точно, мне кажется, вот от планара что-то использовали. Но на 100% не буду утверждать. Как бы то ни было, парк оптики, толку от того, что я куплю, если возможно, он будет точно так же притирать. У них есть фиксы, у них есть 135, у них есть наверняка 85, у них есть там 25 миллиметров. Я видел, когда-то интересовался темой, но вот эта полтина точно так же лежит. Повторюсь, объектив великолепен. Изначально я снимал коммерцию на него. Это действительно великолепный объектив, великолепный. Ну, японцы, они такие японцы. Две дубины, граниты. Не имею ничего против этих объективов. Мне два этих раздолба были, один даже без передней линзы. Вот этот, по-моему, нет, этот есть. Здесь передней линзы, кажется, нет. Нет, вот на этом есть. Не столь важно. Они убитые в хлам. Просто убитые в хлам, видно по ним. Разбитые они в хламину. Мне их просто продали за 1000 рублей. Оба. Типа на детали собери из двух один. Я бы и не против, да я боюсь, что я полгода буду разбирать эти объективы. Вот поэтому оно просто, два вот этих вот две биты лежат у меня. По поводу объектива конкретно. Я думаю, что объективы неплохие. Единственное, там говорят, внимательно выбирайте, чтобы не было мыльных объективов. То есть там марсаты киевские лучше или не лучше, не могу сказать, это более поздние. Опять же, мультипросветление, здесь без мультипросветления. С мультипросветлением, конечно, лучше. Есть какая проблема у этих объективов? Они, по крайней мере в обзорах, пишут, что при суммировании не должен уходить фокус с объекта, но на переходниках к Соньке фокус уходит. В итоге, ну, смысл такой, то есть какой тебе смысл в зуме, если у тебя уходит фокус? То есть он не парфокальный, или как это правильно называется, я думаю, вы меня поправите. Тогда, когда неважно какой зум, ты зумируешь, а объект в фокусе. Так же, как для видео, как и для кино, оптика. Там от зума, то есть ты зумируешь, вот оно двигается туда-сюда линза, а фокус не уходит. В этих объективах я на 100% сказать об этом не могу. Потому что при переходнике, ну, на сайте Радожива, очень старый известный ресурс, божаться, что не должно, фокус уходить не должен, но через мои переходники фокус уходит. В итоге, ну, такое довольно бесполезная бандура. Я даже не знаю, я боюсь, что я буду полгода их разбирать, потому что, ну, тут узлов, я прям не знаю, я боюсь за них браться, пока они стоят. Может быть, когда я буду совсем мне нечем будет заняться, я возьмусь и... Ну, я не знаю, я как сказать...
я боюсь за них браться. Потому что у меня нет отдельного места, где там полгода никто не будет подходить, все эти винтики, все это будет лежать. Ну, здесь вот, блин, если ты это разобрал, тебе нужно это добить до конца. Я не уверен, может быть, во второй половине года. Вот так. Двигаемся дальше. 135 миллиметров. Это люблю. Это я прям люблю. Только вот была коммерция, получается, в Нижнем Новгороде. Ну, там все вместе, там была и трансляция, и коммерция, и всего понемногу, репортажка. Но я хочу сказать, вот я снимал на вот эти вот 135 миллиметров, я снимал вот на эти объективы, у меня их два. Один был мне подарком на день рождения, второй я выцепил у себя на барахолке. И я доволен, потому что эти объективы, они точно так же уходят. Они вот есть видео на канале подобного объектива. Они, в принципе, смазаны. Это, по-моему, смазаны мною. Этот в таком состоянии, что его не особо-то и нужно разбирать. Единственное, у него там есть грибочек, но можно попробовать просто линзу снять. Где-то у него там есть. Объективы эти отличные. Я очень люблю это фокусное расстояние. Хотя сейчас пользуюсь в основном 85, но как бы то ни было, вот мне очень пригодилось это расстояние, когда нужно было далеко выцеплять крупные планы. Это классный объектив, практичный, удобный. У него диафрагма 22. Он именно в плане хвата хорош. У него мультипросветление, у него классная цветопередача. Вообще это отличные объективы. Честно, я советую вам 135 мм. Попробуйте это фокусное. Попробуйте на портрете. Плюс он на Занаре, значит, будет мягенький. Если портрет женский, все будет классно, четко. Не будет каких-то резких вот этих морщинок, теней и так далее. Классные объективы. Кстати, без мультипросветления точно так же отличные объективы. Особенно есть олимпийские, это 79-й год, если я не ошибаюсь. Они, по-моему, к 80-му году готовили. Там у него просто вот значок Олимпиады. Это еще более, ну то есть я не думаю, что он сравнится с мультипросветлением, но отличное качество. Классный объектив, советую, рекомендую. Иногда их можно тысячи по 4 найти на Авито, я считаю, что это адекватная цена. За 135 мм вот такой, он удобный, он практичный, у него МДФ адекватный, сколько у него там, 1,2. У него МДФ, это для 135 отличный МДФ. Поэтому советую. Много чего на него было снято. Это, можно сказать, предшественники тех объективов, такие же 135, это Юпитер 11. Эти я все еще никак не разберу. Один из них я разбирал, чуть не сошел с ума. Вообще там чуть думал, кукухой поеду. Они какие-то сложные, у них точно так же из многих, там из 3 или 4 частей состоит геликоид. Я буду разбирать, сделаю видео по нему, потому что на ютубе есть видео. Но оно как обычно, но вот примерно вот так вот. Маленький объективчик там как-то крутят, ничего не объясняют, абсолютно ничего не понятно. Хочется как-то с крупными планами, с объяснениями, ну, чтобы вы хоть что-то поняли. Да, все мои видео на канале, они являются некой базой, то есть я сам косячу вместе с вами. Я сам экспериментирую, я сам ломаю и беру и несу за это ответственность сам. Естественно, в первую очередь, то есть я ломаю свой объектив. Для того, чтобы, возможно, вы что-то не сломали, если я вам уже об этом успел сказать. Конкретно по этим объективам я уже снимал короткий метр, 135 мм, они очень мне пригодились. У меня, по-моему, не было еще вот этих вот объективов, поэтому я снимал на эти. Картинка классная, единственное, конечно, печальный МДФ 2,5 метра. Вот почему эти объективы уже не так для меня актуальны. Но рука не поднимается, может быть, кому-то или подарю. Ну, 135 мм оно становится редким. Поэтому таких-то много. Но тоже сейчас они уже тысячи по 2,5-3. Как-то уже даже и не знаю. Причем состояние у них там не всегда хорошее. Здесь, по крайней мере, оптика почти в идеале. У них, да, вон видно, она вот, ни царапинок, ничего. Может, какие-то пылинки там внутри, но это понятно. Такой возраст. Как бы то ни было, МДФ 2,5 метра делает этот объектив проблематичным. Потому что 2,5 это уже не 1,2. Ну и плюс однослойное просветление. Да, это там супер винтаж и так далее. Вот у меня есть еще видео на канале есть. Зеркальная версия. У него, кстати, вот у него по-моему, 1,2 или 1,5. У него МДФ. Где у него здесь?
Давайте поищем. Ага, давай. Вот у него. Так, ну ладно, в районе там 1,4. Вот оно уж где. 1,4. То есть это зеркальная версия, она в этом отношении получше. Но это дальномерный, типа им и не нужно близко подходить, потому что смысл дальномера вот как раз таки цеплять издалека. В репортажной фотографии оно вот заимело смысл. И в принципе и создавалось. По поводу этих объективов. Снимал короткий метр. Он получил немало наград. Наверное, если бы было серьезное продвижение фильма, получил бы еще кучу, но уже вышел в сеть и так далее. Это фильм «Ангел», я много раз показывал. Все равно классная картинка, да, куча артефактов. Ночью снимать очень тяжело, ночные съемки, ну, по-своему прикольные объективы. Я сделаю разбор подробный, потому что этот тут у нас не разобранный, очень туго. Скажем так, если любопытно 135 и нету денег на вот эти красавцы, возьмите на пробу этот. Притом можете даже вот такой дальномерный, но МДФ 2,5 метра, сразу говорю, это минус. Все остальное, они по линзам полностью одинаковые. Вот один в один, вон. Есть от КМЗ более ранние с оранжевыми линзами и желтым просветлением, естественно, они будут лучше. То есть это такое более редкое. Но 135 я люблю, рекомендую, советую. Любимые. Объектив, который стал у меня... Я очень долго хотел этот объектив, мне давали попользоваться, но объектив был убитый. И в итоге у него были так сильно поцарапаны линзы, что был просто на людях и вокруг светлых объектов был такой муар, вот такая дымка белесая. И я думаю, а что за... Ну, ладно, матюкаться не буду, печальный объектив. Думаю, что за фигня, он же такой расхваленный. Но в итоге он был просто убитый. Конкретно эти объективы, у меня их уже два, видео на канале есть. Я люблю эти объективы. Да, он не сильно широкий, у него 37 миллиметров. Кстати, правильные линзы малинового цвета 66, 67, вот 67 год. Еще они были малиновые, они, по-моему, только в 69-м, 70-м стали вот такие вот бежевые. В итоге он серебристый, но линзы у него, скорее всего, заменили. Ну, что можно с этим поделать? Вот эти малиновые все-таки получше и более резкие. Покупайте, если у вас есть возможность, есть лишние деньги, покупайте эти объективы. Это классные объективы. Я понимаю, есть там современные MC 24 мм, там 20 мм, это тоже самое мир серия, там мультипросветление, у них современный корпус черный и так далее. Но, во-первых, они стоят там по 10, 15, 20, 25 тысяч, и тогда смысл тогда уже, давайте мы уже современное стекло купим. Ну, то есть, ну а зачем такие деньги платить? Ну, как бы я хотел бы их погонять. Говорят там, ну, просто огонь, картинка, но это как-то жирновато. Эти можно найти, но мне кажется, сейчас даже с учетом того, что они стали более-менее редкие, тысяч за 6 можно найти. Дороговато. Мне удалось понаходить их в районе 4-4,5 тысяч. Но здесь, кстати, резкость уже похуже. То есть линзы более поздние взяли и заменили. Или они были убиты и их заменили, или заменили сразу, потому что знали, что малиновые линзы лучше. И мне продали вот с такими уже бежевыми линзами. Как бы то ни было, куча было отснято. Я попробую, если что-то есть у меня, покажу. Куча документальных фильмов, куча этих говорящих голов, куча каких-то, и в последнем дипломе точно так же очень много использовал. Классный объектив, я рекомендую, если у вас, повторюсь, есть возможность и желание, вот КМЗ, понятно, лучше. Кстати, по поводу синего просветления у меня есть вопросики, скорее всего, оно будет очень сильно желтить, теплить. Именно голубое просветление, о нем поговорим чуть-чуть позже. Вот это малиновое, оно уже дает правильную цветопередачу. Вот, кто-то говорит, что вот это более позднее, оно более хорошее, но резкость хуже. Я один к одному сверял. Нет у меня примеров, я вот на стене из прокушечника дома, и этот порезче будет. Как бы то ни было, объективы отличные. Если будете покупать вологодский, ну, делайте тесты перед тем, как купить. Вот эти серебристые, покупайте. Классный объектив, очень
люблю этот объектив, я проникся, он любит солнце, он любит перепады, понятно, однослойное просветление, не сравнивайте ни в коем случае вот с этим современным мультипросветлением, но он любит перепады тени и солнца. Он любит, он классно раскрывается, он дает объемную картинку. Но с учетом того, что, конечно, пересвет будет сильный, то есть нужно, скорее всего, экспонироваться немножко в минус и потом поднимать тени. Потому что пересвет будет сильный там, где солнце. Как бы то ни было, очень люблю этот объектив. Это Пентакон, понятно, у него 29 мм, у него, пусть оно и сильно убитое у моего мультипросветления, классный объектив. Мне нечего сказать, классный объектив, у него МДФ сантиметров 15, хотя здесь написано, что вроде как 25, но на деле там, может быть, это из-за переходника. У него там, ну, сантиметров 15-20, я не измерял прулеткой. Классный объектив, 29 мм, мне пригодился, потому что он все-таки, я не влезал этим миром, 37 и 29, но все-таки пошире. Классный объектив, но минусы это нету, опять же, парка оптики, я уже об этом говорил. Нет парка оптики, у него 55, по-моему, у меня 52 в основном. Это резьба под фильтр. У него 55. В итоге это нужно тебе покупать фильтры под него. Ну, потому что у меня только 52 фильтры и переходное 49 на 52. Вот у них в основном были самые такие, самые юзабельные, такие популярные резьба. Это 49, 45 вот те вот маленькие, я не буду о них говорить. Ну, то есть, ладно, 45 это дальномеры. И 49 и 52. Вот я 52 фильтры себе купил и использую кольцо 49-52 повышающее. Здесь 55, вроде как оно более-менее современное, но у меня нету, я не буду покупать ради одного объектива. В крайнем случае до 22 здесь закрыться можно, если очень будет нужно. Кстати, планирую его тоже разбирать, потому что объектив шикарен, разборов на ютубе нет. Классные объективы. Советую, если есть возможность, и можно собрать парк оптики, потому что есть полтина, есть 135, ну это вот основные фокусные расстояния. И вот мы подбираемся, наверное, к моему на данный момент любимому объективу. Вот у меня Мир 1, и этот объектив, это мой любимый объектив, я уже 100 раз о нем говорил, я использую его регулярно, я использую его практически везде, и на коммерции его использовал. То есть и на документальных фильмах, и на грантовых проектах я его использую, потому что это великолепный объектив. Это от КМЗ Юпитер 9 85 мм. У него довольно редкое просветление, 59 год. Это вот такое золотое, вот оно. Золотое просветление. И от КМЗ вообще великолепные эти объективы. Лыткаринские, там на них прям жалуются. Ну, будем использовать. Лыткаринский я прикупил вот с таким вот голубым просветлением. Я хотел себе с таким просветлением вон внутри отпечатки. Это внутри, будем с этим делом разбираться. Кроме того, у меня есть определенный финт. Я о нем буду рассказывать тогда, когда буду делать разборку полную этого объектива. Это великолепные объективы. Это отличное фокусное расстояние, достаточно редкое, потому что ну, на памяти всплывают, если прям 85-ка, то это Юпитер 9 и Гелиос 40, который 1.5, у него сумасшедшая стоимость, это 20-30 тысяч. Там, ну, можно, конечно, по 15 найти, но это какие-то безумные деньги, стоит ли он того. Плюс вот такая вот махина, которая, да, там дырка в корпусе, чтобы тебе прикрутить за объектив, ну, такое что-то. Да, я ими не пользовался, ну и плюс он крутит фон. Здесь Занар, опять же, это портретное расстояние. Все мягенькое, красивенькое. Резкий даже на диафрагме 2. Именно КМЗ. И довольно редкое. Оно становится очень дорогое, довольно редко. Да, были там еще какие-то калейнары. Но там, по-моему, 100 мм. То есть, какой там есть калейнар? 2.8 100. Опять же, у него байонет, по-моему, киевский в основном был. Попробуй еще найди с хвостовиком на резьбу. Поэтому эти объективы становятся редкие. Зеркальные редкие вообще. Там 10, 15, 20 тысяч. Почему? Потому что у него МДФ 85, по-моему, миллиметров или 80, а здесь 1,2.
Но как бы то ни было, это великолепный объектив. Я хочу сказать еще раз спасибо за такой ценный подарок Антону Панковичу Величко из города Яровое. Это, ну, действительно был очень неожиданный и ценный подарок. Я им работаю, то есть он у меня не лежит и не будет лежать, потому что, ну, это объектив, которым нужно пользоваться. Да, он немножко теплит. Все-таки 59 год, плюс если ты накручиваешь фильтр, он немножко теплит, но температура потом правится на посте или же, ну, отбивается по балансу белого, по карте серого, вот эти все моменты. Не буду об этом как бы глубоко уходить в эту техническую часть. Он немножко, у него зеленый больше выражен. То есть по сравнению, допустим, с этими объективами, вот я снимал в один момент на две камеры, на этот и на 85, этот немножко уходит в зеленое, немножко уходит в теплоту, но у него такое просветление, у него такие линзы, но та картинка, какую он выдает, ну, это фантастика. Много раз об этом говорил, мы будем делать тесты, кроме того, у меня есть один интересный ход. У меня есть вот такой, вот такая переделка, вот такой объектив. Это непонятно под что, я уже не могу сказать, под какую систему оно было сделано, под какой зенит, с каким рабочим отрезком, но оно, ну, на современных цифровых не работает. Причем не работает ни с каким переходником. У него линзы практически в отличном состоянии. Единственное, у меня есть вопросы, 63 год, почему здесь у нас малиновые линзы, а здесь у нас 63 и голубые. Лыткаринский. Но как бы то ни было, мы будем делать тесты, какие линзы будут лучше, на тех мы и останемся. То есть у меня есть вот проект Юпитер 9 себе собрать. Это мне просто тоже пришла из Москвы. За какие-то небольшие деньги это было выкуплено. Как бы то ни было, принесет пользу. И, кстати, я уже немножко игрался со цветопередачей, просто смотрел. Цветопередача здесь тоже великолепная. Наверное, из-за малинового просветления. Вообще такое ощущение, что здесь линзы от КМЗ. Почему? Потому что, повторюсь, вот в 60-х они еще голубые делали. Будем пробовать. Это будет отдельный проект. Если есть у вас возможность где-то подкупить Юпитер 9, если есть возможность зеркальный, это вообще класс. Ну вот я выложил на дальномерный, и вот на этом я пока закончу, потому что стоят они, ну, прям немало. Юпитеры дальше. 8. Юпитер прикольный, ну, это, как сказать, тоже является классикой. То есть вот у меня их было больше, но я подарил, раздарил, у меня их было больше. Как бы то ни было, 8, ну, классные Юпитеры. Ну, нечего сказать, классные Юпитеры, вот у меня они 60-х годов. Я считаю, что не стоит так уж дико гнаться за Юпитером поводковым. Во-первых, он не такой удобный. Мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, но этот поводок для того, чтобы, то есть, как мне показывал фотограф, именно репортажник, он говорит для того, чтобы пользовался гриппом, и вот эту вот барашку вот так вот пальцем его крутил. Ну, то есть тебе просто удобно было вот за этот поводочек вот так вот, то есть люди вот так вот выстраиваются, они гоняли за этот поводок, за вот эту барашечку, и вот так выставляли грипп. Сейчас, ну, можно действовать как бы вот крутить вот так. Но типа вот поводок был удобнее именно вот бить, отбивать гриппом. В этом сейчас нет такой дикой необходимости. И это же как, люди работали от груди или от пояса. Понятно почему. Во-первых, важна была скорость, он отбивался быстро по гриппу, понимал, что у него будет на фокусе, допустим, от 2 до 5 метров. Навскидку я не фотограф и я не работаю так, то есть я смотрю через экран камеры и не парюсь. Но мне объясняли, что это вот работает так. Люди примерно понимали, ага, примерно навскидку там в 5 метрах объект, я сейчас вот отобьюсь по гриппу и быстро щелкну, потому что у меня нет времени смотреть видоискатель. Вот это было так. Как бы то ни было, поводковые, как мне кажется, не столь удобные, потому что если ты не двигаешь за вот эту барашку, вот это колечко вообще хлюпенькое, ну настолько там маленькое, неудобное. Вот эти вот классные. То есть, если вам хочется Юпитера 9, его можно там пробить за... Все-таки еще можно найти за 1000 рублей, хотя уже все реже и реже. Его можно, я, кстати, за 1000 и покупал у себя на барахолке. Можно еще пробить за 1000 рублей. Покупайте вот эти серебристые 60-х годов, они более качественные. И, естественно, от КМЗ. Кто там еще делал?
Юпитер, да, Валдай, если я не ошибаюсь. Прикольные объективы, светосильные, сонары, мягенькие, полтина. Но вот опять у них вот у всех полтишков и фокусное расстояние и МДФ в 1 метр. Это вот та проблема, почему я перестал пользоваться дальномерной оптикой. Как бы то ни было, тоже снимал, не сильно много, но я киноэтюды снимал. И, кстати, снимал часть кадров вот в этом фильме «Ангел» я тоже снимал, единственное, конечно, уже не скажу, какие именно. Точно так же снимал на 8 Юпитер. То есть у меня там было снято практически все на Занары, на 135 и на полтину. Специально, чтобы картинка была максимально такая дымчатая, призрачная, мягкая и так далее. Естественно, артефакты там были, особенно ночью. Вот эти вот лимончики, известные лимончики, это в расфокусе, фары, светофоры и так далее. Известный, популярный. Минус, если бы не его МДФ, понятно, люди там занимаются переделками. Для начала давайте мы изучим конструкцию базовую, а потом уже будем заниматься переделками. И этим нужно заниматься профессионально, а не выкручивать стопорной винт, и вот у него начинает тут вылазить здесь какая-то щель, ну какое-то извращение. Давайте не будем этим заниматься. Прикольные объективы, хотите попробовать? Попробуйте. Мы переходим к более топовому, пока последнему Юпитеру. Это Юпитер 3, 1,5 у него светосила, 57 год, если верить первым двум цифрам. Классный, топовый Занар. Светосильный, я не знаю, до одурения, 1,5 там, ну я не знаю. Статику еще снимать можно или какие-то, но гриб совсем маленький. Конечно, это зависит еще от расстояния до объекта. Отличный, с таким тоже золотисто, ну здесь чуть-чуть более в оранжевый уходит. Золотистое просветление, тоже довольно редкое. Это Загорский, да, меня поправили, спасибо большое. Я думал, что это Белома, где две линзочки склеены, а это все-таки, ну я думал, знаете, с там 2 на 3 перескочили и так далее. Похожие очень клейма у Белома, и это ранняя Загорская. По-моему, в 62-м, если я не ошибаюсь, они начали делать вот это вот одинаковые. Один и тот же завод. Потом они начали вот это подобие глаза делать. А до 62-го, если я не ошибаюсь, точную цифру не помню, кажется, с 62-го они начали делать. Естественно, что я не понял, потому что у меня 66-го мир 1, если верить первым двум цифрам. Просто не везде отбивали год по первым двум цифрам. Как бы то ни было, классный объектив, мне он зашел. Достался он мне совсем недорого, поэтому я крайне доволен. Становится редкими. Ну, на Авито 1006 можно найти, но чем они более ранние, тем, естественно, дороже. То есть есть и 10 тысяч, но за 10 тысяч, честно говоря, я уже не купил бы. Просто мне повезло, я его прям выцепил по цене тушки вместе с фотоаппаратом, поэтому мне повезло. Он, конечно, люфтит, я уже об этом показывал, рассказывал. Немножко у меня есть претензии к конструкции. Ну и МДФ, если бы не МДФ, это объектив был бы огонь. Потому что, ну, фильтр 45 известный, и что там накинуть фильтр, на него НДшник там или какой-то полярик и погнать снимать. Как бы то ни было, я считаю, что я еще не успел, сделал небольшие видеотесты, я просто не успел еще с ним поработать, но я обещаю, что я поработаю на этот объектив. Вот, мне очень нравится эта картинка, я поработаю и поделюсь еще опытом уже в каком-то другом видео об этом объективе. Если есть возможность его точно так же где-то подкупить за какую-то небольшую сумму, пусть он будет даже черный, из поздних, покупайте. Покупайте, потому что они уходят, эти все объективы сейчас, хайп с этим Дюной 2, с этим Бэтменом и прочими этими, они, понимаете, ребята уже не знают на что поснимать, у них надоело это искрящаяся от резкости картинка. Они хотят, тут был винтаж, пленка, артефакты, вот эти все какие-то объемы, пересветы. Оно живость, оно делает кадр живым. Все вот эти артефакты. Ну, то есть и аберрации, они точно так же, особенно в Дюне, это где выжженная пустыня. Все эти аберрации, все эти блики, все это сыграло на плюс. И та же сцена погони в Бэтмене последнем, который с этим Паттисоном, точно так же эти все пожары, этот огонь, это снимали они на гелик, видно закрученную бакешку. Ну, то есть сейчас такой хайп пошел, перекупы, они просто, ну, вот так вот потирают
свои ручонки купить там у какой-то бабушки за 500, продать за 5000, а то и за 10. То есть они x20 имеют. И оно уходит просто за, ну, в другие страны, за границу оно уходит. Скоро этого не будет, блин. Мне, ну, до глубины души обидно, вот честно. Прям обидно. Если есть возможность, подкупать эти объективы. Понятно, что выкладывать 10 тысяч, я лично уже подумал бы. Но если только он в идеале, и он там 50-х годов. Ну и то, если эти деньги есть. Зачем отдавать 10 тысяч, если ты не будешь им пользоваться? Повторюсь, мое мнение, чтобы объективом можно было пользоваться. Ну и завершает наше приключение на данный момент. Может быть, у меня где-то что-то еще есть, но я или сейчас где-то не припомню, или я просто от этого избавился. Как я говорю, очень много я подарил. А сколько я геликов подарил? Ну, штук 6 только я подарил. Причем тех, которые я именно успел пересмазать. Я не снимал видео. Ну или там один раз снял и остальные просто по примеру делал. Такие точно так же. У меня их уже осталось 8. 3 у меня уже доноры разбитые. Вот они лежат вот там вот в уголочке. Они уже прям совсем убитые. Они были убитые в хлам. Известные, популярные, дальномерные, самые, наверное, дешевые объективы Советского Союза. Даже гелиосы, самые вот эти вот баянные 44.2, они дороже. Это Тесар, точно так же. И, кстати, еще одна причина, почему я ими не пользуюсь, ну потому что есть вот Тесар, у которого МДФ 15 сантиметров против метра. Вот если бы не их МДФ в 1 метр, это бич дальномерных все-таки вот объективов вот является, ну прямо вот такой вот камнем под ногами, потому что ими пользовались бы намного-намного активнее, объективы прикольные. Причем у меня много именно вот таких вот серебристых ранних, они прям классные, то есть с буковкой П, поводковый, вот он, поводок. Вот поводок, вот так за эту барашку, вот так вот пальчиком фотографы крутили. Это было очень удобно, потому что он снизу находился, вот так. И они просто эту барашку вот так вот туда-сюда гоняли. Есть также и с довольно редким просветлением. Посмотрите, какое просветление. Довольно редкое, тоже радужное. Это потому, что оно уже 90-94 год навскидку. Вот эти, кстати, здесь уже по первым двум цифрам далеко и далеко не всегда. Ну вот посмотрите, 25. Он не 25-го года, естественно. Он какие-то 50-х, конца 50-х или 60-го года. Потому что с 60-го 60-го уже буковка П не ставилась. Оно и так все было с просветлением. Вся оптика, то есть почему эта буква П ставилась? Потому что в 50-х и в конце 40-х были еще объективы без просветления вообще, или настолько было бедное, и поэтому те, которые с просветлением букву П ставили, есть просветление. Ну то есть были еще первые какие-то образцы, я так их назову, где просветления, ну можно сказать, не было вообще. Там они, конечно, наверное, какой-то фон такой был, прям ловило таких там пересветов и зайцев. Ну да ладно, наверное, они били там гриппом 10-м, 10-й дыркой, лупили все в фокусе, как, знаете, это винтажные фото. Наверное, мне так кажется, исходя из логики. Понятное дело, я тогда не жил, и этих объективов я не видел. Плюс были без просветления, я точно знаю, объективы в микроскопах. Потом, естественно, они тоже стали, и фотоувеличители стали точно так же с просветлением. По поводу этих объективов, я на них не снимаю. Есть видео, есть небольшие тесты на канале. Некоторые из них даже не разобраны. Давайте я вот, то есть они есть как ЛДшка уже, лантановые, так и первые 26-е, серебристые, всевозможные, вот они, Индустар. 26-й, так как и переходной 61-й, который кто-то считает самым лучшим. Кроме того, кто-то говорит, что вот это вот желтое просветление, кстати, сильно поцарапанное, да, поэтому я им не пользуюсь. Кто-то говорит, что вот это желтое просветление, оно, а здесь, кстати, вот царапин почти нет. Только пыли много. Ну, понятно почему. Вот это желтенькое просветление, оно типа классное. Вон, я даже в него не залазил. То есть я, если я не ошибаюсь, я его не разбирал. Вон внутри видно пыль. Оно у меня так и лежит. Как бы то ни было, я сейчас возьму немного другие. Вот они у меня. Серебристые полтишки, вот они у меня лежат. Я покупал многие в районе там 300
рублей, 400, где-то покупал по 250, полностью убитые в хламину использовал как донор. Вот эти. Вот они, у них у всех в основном малиновое просветление. Были, кстати, цвета, как он правильно называется, индиго. Очень интересное просветление, но редкое. Оно, я даже не могу сказать, оно такое, ну, похоже на цвет морской волны. Оно довольно редко. Тоже вот такие вот. Оно, в основном оптика такая была на FED 2. Вот если у кого-то есть много тушек, поищите. Это были больше вот такие шестеренками объективы. Вот у меня был такой, я его подарил. У него было вот цвета вот какой-то такой ближе к морской волне. Естественно, ходят слухи, что там в зависимости от просветления оно там дает какую-то разную картинку, но я не снимаю на эти объективы, понятно, потому что МДФ, опять же, переделывать у меня желания, времени нет. МДФ 1 метр. Можно, конечно, средние планы и какие-то дальние им снимать, но зачем, когда есть зеркальный? Вот как-то так. Но, как бы то ни было, рекомендую все равно их, если вы совсем не использовали эти объективы, ни разу и охота погонять, возьмите, попробуйте. Эти объективы вы, в принципе, можете найти в районе там 300-400 рублей. Кто-то скажет, да ну того не стоит. Ну как это полноценный объектив. Просто он как бы работает качественно на беззеркальных камерах. И все. Да, ну и если вы хотите макро, с этими объективами можно работать макро, потому что, опять же, даже у них, по-моему, до 22, да, закрывается. Да, до 22, пожалуйста. То есть до 22. Более поздние у них, во-первых, она ступенчатая. Во-вторых, она там уже становится 16, здесь 22. Прикольно же. Можно из них, говорят, делать какие-то там модификации, собирать там из 3 1 супер из 10 лепестками диафрагмы, а поздние уже с 6 там пошли бесступенчатую. Короче, знаете, такое чудовище собрать из ранних и еще лантановые линзы заменить. Ну, пробуйте, я как-то так не пробовал. Нет интереса просто. Но как бы то ни было, это полтишки. Они прикольные. Они тоже, они на тесаре, они резкие. В тот же момент у них винтажная картинка, ну потому что однослойное просветление. То есть она такая где-то достаточно мягенькая. Посмотрите у меня тесты на канале, где я разбирал уже подобные объективы. Я разобрал и поводковый, и с шестеренкой. Некоторые у меня даже не разобранные. Надо, наверное, их разобрать, и пусть они у меня будут в рабочем порядке. Вот примерно то, что я хотел показать и рассказать. Надеюсь, это видео будет полезно. Если у вас будут какие-то вопросы по той или иной оптике, задавайте. Конечно, я думал, честно говоря, что оптики будет намного больше. Я как-то так думал, да у меня там 2 ящика лежит, но это с тушками, с чехлами, со всякими там какие-то фильтрики, коробочки, смазки, то есть и у меня завалены все полки. На деле ее не так-то много, я, честно говоря, думал, что намного больше. Вот, я прям здесь половина стола, это вон куча места, я думал, что весь стол в 2 раза больше у меня будет забит. Но как бы то ни было, это то, на что я снимаю. И я попытался как-то дать какое-то свое личное мнение, потому что я пользуюсь и снимаю вот на эту оптику. Понятное дело, не на всю, я точно снимаю регулярно вот на эту оптику, вот на эту и на Юпитер 9. И я снимал короткий метр и снимаю, и буду снимать. Я снимал документальные фильмы, пусть это говорящие головы, и они не сильно там высокохудожественные, но там нужно было снимать крупные планы, там нужно было выставлять свет, там тебя выкидывают в каких-нибудь там полях, а ну-ка быстро отсними какой-нибудь там объект, и ты как вот бегаешь как собачка с этими объективами, они мануальные, но ту картинку, какую они дают, то есть да, тяжело, да, ты где-то там вылетаешь из фокуса, да, где-то тебе нужно на двоечке, чтобы красивая была бакешка, и человек там вылетел из фокуса, ты такой, ай, по глазам видно, что у него мутноватые глаза, немножко промазал. Но как бы то ни было, почему я за это все борюсь, я бы это так сказал, потому что это история, это один момент, это как бы эпоха. Я не говорю вот это вот попса, которая там купите гелик, вам нужно. Вот это всякое, я сейчас не об этом, я говорю в целом о вот всех этих объективах. Они дают такую картинку, она живая, она сочная, она с этими переливами, да, пересветами, но это же где-то можно там немножко по экспозиции опуститься, подтянуть тени. Сейчас камеры современные позволяют это сделать. Но она действительно живая, потому что
ну, современные объективы, они, так как они вот автофокус, зум, там стабилизация, это все уходит в коммерцию, а в коммерции как раз таки чистая картинка, она должна быть продажная, она должна быть, ну, пестрая, сочная, не должно быть каких-то пересветов. Пересвет это там брак чаще всего считается, если, ну, не стиль. А здесь, да, у них есть куча проблем у этих объективов. Они мануальные, где-то не уследишь, стабилизации нету, то есть ты, ну, просто не можешь там многие вещи этими объективами снять. Но если ты снимаешь, оно получается действительно круто, действительно. И поэтому я просто хочу поделиться и то вот как получается. И если есть возможность, подкупайте эти объективы. Там за какие-то вменяемые деньги, чините. Я по глупости, пусть это были, хорошо, что это были всего лишь гелики. Я пошел, и когда мне было там лет 15, у меня, ну, не было мозгов, ничего не понял, я просто скинул это как хлам. Да, это были 44-2 гелики. Вот такие зеленые, да, они не сильно ценные. Но я помню, я взял и просто отдал там по 100 рублей на барахолку. Сейчас я такой думаю, о, блин, а ведь они могли бы пригодиться. И то сейчас я, ну, уже соображаю. На этом можно работать, на этом можно коммерцию. То есть, если на гелике, допустим, есть вопросы, то вот на вот эти объективы я именно коммерцию, много коммерции снял. Короткие метры, документальные фильмы, пусть говорящие головы, интервью, какие-то репортажные ролики. Все это снимается на мануальные вот эти объективы. Поэтому пробуйте, пробуйте. Я надеюсь, ролик был полезен. И если есть вопросы, задавайте. Спасибо за просмотр.